Привет, друзья! Чемпионат России в разгаре, кубок стартовал, учебный год начался. Это не самая лучшая новость, но, тем не менее, поздравляем всех причастных. Это 164-й выпуск «Раздевалки» на Зенит ТВ. Меня зовут Денис Денисов. Работаем! Первым делом познакомимся с Родригао. Затем посмотрим серьезный репортаж нашего специального корреспондента. Вы там приличное что-то пишете, да? А в конце понаблюдаем за Прокопом, Аршавиным, Радченко и парой десятков талантливых футболистов. Андрей Аршавин на поле решает. Друзья, я вас поздравляю, мы это сделали, мы представили всех летних новичков «Зенита». Почти всех. Вот сейчас про Родригао расскажем, и наша совесть будет чиста. Смотрите внимательно, потому что бразилец прислал нам весь свой детский фотоальбом. Родриго де Соуза Прадо родился 11 сентября 1995 года, в городе, название которого практически полностью совпадает с названием страны – Бразилия. Несмотря на отсутствие больших побед в этом регионе и не самую яркую игру местных клубов, любовь к спорту у будущего защитника «Зенита» начала проявляться с ранних лет. По словам игрока, этому во многом поспособствовала его семья. Отец и родственники активно следили за футболом, а мама профессионально занималась волейболом. Семейные увлечения передались Родригао, у которого появилась цель вырасти в профессионального футболиста. Так, в 12 лет юный бразилец в одиночку отправился на просмотр в один из сильнейших клубов страны – Атлетико Минейро. Невзирая на трудности переезда и тоску по родным, Родригао сделал все, чтобы впечатлить тренеров и зацепиться за выпавший шанс. Разумеется, ему это удалось. Пройдя академию, Родригао подписал первый профессиональный контракт с основной командой. Однако зацепиться за место в составе не удалось. Мешали травмы, которые постоянно выбивали игрока из ритма. Кроме того, Атлетико боролся за высокие места в чемпионате и рассчитывал как можно дальше пройти в Кубке Либертадорес. Ротировать состав при таких целях было не лучшей идеей для тренерского штаба, а вытеснить из основы более опытных игроков Родригао на тот момент еще не был готов. Поэтому защитник стал подыскивать новые варианты для продолжения карьеры. Калденсе, Коимбра, Боа, Ферровиария — это не заклинание, а череда аренд, которая уместилась в 4 года. Родригао набирался опыта, а также оттачивал игровые навыки. Непростой период многому научил защитника, а последняя аренда в Ферровиарию получилась самой успешной. Бразилец был на хорошем счету у тренеров, а команда демонстрировала неплохие результаты, играя на первенство штата. В этот момент на него обратили внимание другие клубы. Посоветовавшись с агентом, будущий зенитовец принял решение попробовать свои силы в Европе, подписав контракт с Жил Висенте, который на тот момент как раз вернулся в элиту португальского футбола. Переезд на другой континент перезагрузил карьеру Родригао. Помимо приличной статистики, 53 матча и 3 забитых мяча за 2 года, он адаптировался к европейскому футболу, а также стал значительно увереннее действовать в непростых ситуациях. Летом 2021 года Родригао на правах свободного агента перешел в Сочи и в первом же сезоне в России стал одним из самых заметных футболистов чемпионата. Уверенно закрыв с собой самую проблемную зону сочинской команды, Родригао в буквальном смысле стал незаменимым игроком. Он грамотно выбирал позицию, быстро выходил из-под давления и активно начинал атаки своей команды. В этом компоненте бразилец очень хорош. Он шикарно видит поле и владеет отменным первым пасом. По итогам сезона 21-22 Родригао вошел в тройку лучших защитников лиги по отборам, перехватам и подборам. Тренерский штаб «Зенита» по достоинству оценил таланты центрального защитника. 7 июля Родригао подписал контракт с петербургским клубом по схеме 3+1 и взял 55-й номер. Матч за Суперкубок бразилец провел в запасе, появившись на поле только после финального свистка, сразу в золотой футболке. Но с началом чемпионата стал фактически безальтернативным выбором в центр обороны. В 5 матчах из 8 Родригао помог зенитовским голкиперам сохранить ворота сухими и даже умудрился забить гол. Он хорошо борется, снимает верх на стандартах и каждый раз грамотно выбирает позицию, классно страхуя Ловрена. Статистика подтверждает, в среднем за игру большой бразилец выигрывает 63% единоборств, совершает как минимум 1 перехват, 1 вынос и около 2 отборов. Но и это далеко не все. Защитник серьезно меняет зенитовский выход в атаку, примеряя роль глубинного диспетчера. Сейчас Родригао делает примерно 58 передач за игру, их точность достигает 85%, при этом каждая вторая на половине соперника. Он очень неплохо комбинирует с Дугласом, ситуативно может отдать острую разрезающую передачу, в том числе и в штрафную. Ну и, конечно, куда же без длинных пасов. Из 4 с лишним лонгболов каждый второй стабильно достигает цели. Не Ярослав Ракицкий, но тоже очень солидно. Особенно если вспомнить, что Родригао правша. Надеемся, это только начало.
Желаем новичку удачи и верим, что с ним оборона петербуржцев будет еще крепче. На прошлой неделе в Петербурге прошел международный юношеский турнир памяти Юрия Андреевича Морозова. И сейчас у нас прямое включение из прошлого. На месте работает наш специальный корреспондент Андрей Шаломанов. Как сказала бы Ирина Аллегрова, привет, Андрей! Да-да, здравствуйте, Денис, здравствуйте, я очень рад вас слышать. Действительно, сейчас я нахожусь в «Газпром» Академии футбольного клуба «Зенит», где проходит турнир памяти Юрия Андреевича Морозова. Сейчас в прямом эфире я вам покажу и расскажу, что самое интересное и знаменательное проходило здесь 26, 27 и 28 августа. Турнир юбилейный, проводится в 15-й раз, и это примечательно, поскольку футболисты, которые сегодня выступают на наших полях, также 15-летнего возраста. Можно сказать, они с нашим мероприятием ровесники. Это первое. Второе, турнир наш международный. Здесь участвуют сборная России 2007 года рождения, сборная Беларуси, футбольный клуб «Цервена Звезда», ну и, конечно же, «Зенит». Что ж, давайте прямо сейчас посмотрим, что у нас здесь проходит интересненького. Прямой эфир. Прямой эфир. Прямой эфир. Девушки, вы сегодня за кого болеете? За «Зенит». За «Зенит». Может быть, за кого-то персонально? Да, за Виталия Нема. За Виталия Нема? Все вчетвером? Да. Вы что, все родственницы? Мы сестры двоюродные. Виталик, ну ты сегодня обязан как минимум 4 мяча забить, окей? А вы как-то по-особенному болеете, что-нибудь там кричите, выкрикиваете? Нет, не отвлекать что. Мы активно следим за игрой. Да. Молодцы, конечно, респект вам. Это футболистам очень помогает, когда они видят, что люди просто такие сидят. А что это вы жуете, друзья дорогие? А вам такое разве можно? Да. А давайте попробуем. Вкусно, не? Спасибо большое. Точно нарушение спортивного режима. Как вам вообще игра? Отлично. Очень. Все супер. Ярко. А вас не смущает, что мы 0-4 проигрываем? То есть все по плану идет? Ну, немножко смущает. Смущает сильно. Мы очень надеемся, что сейчас они забьют гол. Давайте вашу профессиональную спортивную аналитику. Где нужно добавить, что нужно прибавить, чтобы мы сейчас взяли и переиграли сборную России? Везде. Нужно... Почему ты не тренер, братишка? Добавляем везде. И все такие: о, 5-4 мы выигрываем. Свисток. Разбег. Удар. О, как мы подгадали. Неплохо. Сработала установка моментально. Везде добавили. Тут же гол. Удачи, парни. Хорошей игры. Хорошей игры. Правда, все равно болеем за «Зенит», извините. Послушайте, а для ребят из сборной установка-то тоже будь здоров. Чего ты задумал, слушай, типа? Ну, это правда было неплохо. Домик прокинул, в угол забил. Что за праздник футбола сегодня творится в «Газпром» Академии? Одно удовольствие. Это хорош! Это здорово! Участники турнира и зрители максимально серьезны и сдержаны. Зато посмотрите, насколько веселые у нас результаты матчей. 9-5, 2-6, 4-3, 1-0, 5-0. Ну, какой же карнавал вы пропускаете, дорогие наши зрители, а? 17-я минута матча, пенальти, Арсений Суглобов у мяча. Волнуемся, переживаем, ждем. Я не смотрю специально. Забили, да? Я просто по реакции трибун не понимаю, это сейф или гол. Очень забавная ситуация произошла во время открытия турнира. Наш оператор включал камеру, и в этот момент ко мне подошел Геннадий Сергеевич Орлов и вдруг спрашивает: слушай, а ты знаешь, как правильно? Включит или... Включит. О, сейчас вы меня проверяете. А как же ты думал? Ну давайте включит, верно? Ну, конечно, включит, переключит, заключит. Но большинство людей, даже наших комментаторов, говорят включит. Понимаешь? А ты говори включит. Это первый урок уже. Все, прошу. Спасибо вам. Вот так иной раз даже не знаешь, где тебя настигнет
просвещения. К слову о нем. На этом турнире отдельное внимание уделяется серии семинаров, посвященной психологической подготовке спортсменов. Выступят представители Цервена Звезды, представители нашей академии. Также будет взгляд со стороны тренеров. Очень интересный будет круглый стол завтра по окончанию турнира, где наши ведущие специалисты, среди которых Андрей Аршавин, Владислав Радимов. Но у меня радикальное мнение насчет психологии футбола. Что это за мнение? Ну вот завтра приходите, и завтра, я буду идти, вразрез всему. И тому, чего даже происходит у нас в академии. Но это мое личное мнение. Я думаю, что на семинаре я могу себе позволить его высказать от себя. Ребят, а вы представители каких клубов? Локомотив. Локомотив. ЦСКА. ЦСКА. Краснодар. Краснодар, а вы? ЦСКА. ЦСКА, ага, замечательно. Тогда следующая футбольная викторина вам понравится больше всего, я думаю. Завершите фразу. Лучше клуба нам не надо. Пока «Зенит» есть рядом. Только быть с тобой рядом. Только быть с тобой рядом, совершенно верно. Оле-ола! Сборная России чемпионы. Оп, давай-давай. «Зенит» не проиграет. Мяч ты забивай. Продолжи фразу. Оп, давай-давай. Доминируй, побеждай. Ну, да. Оп, давай-давай. Ну, тут надо, конечно, игрока из «Зенита». Доминируй, побеждай. Ну, вы оказались ближе всего. Вам мое уважение. Я прихватил с собой кепку зенитовскую. Вы как будущие звезды. Распишитесь, пожалуйста. Вот прямо на мне, прямо на кепке. О, поехали. Ну, я надеюсь, что их будет видно. Их не будет видно. Ох. Вы там приличное что-то пишете, да? Ты просто крестик поставил. Поэтому мы взяли черные, Марк. Вы что, прям по святому? Да нет. Рядом. Слева. Слава богу. А то я потом не продам. Да там уже нет свободного места. Кепка с утра белой была. Ну-ка, мужики, дайте это. Можно «Зенит» закрыть? Как вообще можно «Зенит» закрыть? О чем ты говоришь? Спокойно. Уважаем команду. Взаимное уважение, ребята. Все, давайте, мужики, успехов. Дамы и господа, сейчас мы находимся в подтрибунном помещении нашего стадиона, и здесь у нас представлено народное творчество. Пожалуйста, в комментариях попытайтесь отгадать, кто здесь нарисован. Победитель, тот, кто первый укажет правильный ответ, получит от нас в подарок вот этот маркер. По итогам турнира наша команда заняла 3-е место, 2-е у сборной команды Беларуси, ну а 1-е место у сборной команды России. Поздравляем победителей! Что важно отметить, наш вратарь Алексей Петров был признан самым лучшим на турнире. Это отдельная радость для всех болельщиков «Зенита». Время на кубке пролетело незаметно, и наш турнир, как и наш прямой эфир, подходит к концу. Сейчас поле стадиона «Смена» уже готовится к новым соревнованиям, а я передаю слово Денису. Денис? У каждого футбольного болельщика есть неосуществимая мечта. И это не победа в Лиге чемпионов или чемпионате мира. Гипотетически ваша команда может это сделать. Речь о другом. Все мы мечтаем о том, чтобы сыграть за свой родной клуб. Звучит нереально, скажете вы. «Зенит» и авиакомпания «Россия» не согласны. 18 августа в социальных сетях мы объявили о том, что собираем команду болельщиков для двухматчевого противостояния с московским «Динамо» в рамках проекта «Дерби двух столиц». Все желающие могли отправить видеозаявку в чат-бот или по электронной почте. Возраст от 18 до 35, энергичные, харизматичные и, что было важным условием, не участвовавшие в профессиональных турнирах в последние 3 года. Мы получили более 200 заявок. Тщательно их изучили, некоторые нас немного шокировали. Ого, египетская сила. Что такое? У вас ирокез вырос? Какой ирокез? Да ты что? Чем ударился? Это швабра, елки-палки. Это швабра? Ты что, волосы, ты что? Они не минуту растут. Это полгода. В итоге на очный отбор в академию мы пригласили около 60 человек. Среди них затесался даже один известный спортивный журналист. Отлично, я считаю, начинание от футбольного клуба «Зенит», от авиакомпании «Россия». Мне кажется, российский болельщик
любитель футбола созрел, чтобы сделать некую лигу. У нас есть лига профессионалов, у нас есть теперь медиа-лига. Вот можно сделать, например, РПЛ, лига болельщиков. Возглавил команду болельщиков «Зенита» Дмитрий Радченко, экс-футболист сине-бело-голубых, а прямо сейчас руководитель отдела индивидуальной подготовки «Газпром Академии». Капитанскую повязку получил Михаил Прокопьев, или просто Прокоп, полузащитник футбольного медиаклуба «Амкал», автор 2 волшебных голевых передач в Кубке России и, кстати, воспитанник зенитовской школы. И это гол! Ну а этого человека вы и так знаете, назовем его патроном коллектива. Во-первых, получайте удовольствие, не надо играть лучше, чем вы можете и умеете. Сейчас проведем разминку, Дмитрий Леонидович главный по ней. Пожалуйста, слушайтесь его. 10 минут разминки, потом футбол. Кому повезет, того отберут. Сначала ребята вместе размялись, затем разделились на 5 групп и начался отбор. Если парни бились за место в составе, то у Прокопа была важная предыгровая тренировка. Завтра играем в Кубке России, готовлюсь. Готовлюсь на базе «Зенита». Посмотрим, как меня подготовят ребята. Подготовили прилично. Вот какую голевую исполнил Миша в матче против Твери. Какая передача! Какая передача! Ой-ой-ой! Каждая группа проходила отбор по одному сценарию. Дриблинг, удары, двусторонка. Игре уделялось больше всего времени, чтобы у наставников была возможность тщательно изучить каждого претендента. Андрей Сергеевич был суров, но справедлив в своих оценках. Только у него уже живот, как у меня. Он лет на 10 помладше, чем я. А иногда Аршавин почти хвалил самых одаренных. Работает на камеру, все профессионально. Так, ладно, вернемся к отбору. Во время каждой двусторонки Аршавин и Радченко отмечали лучших, а мы фиксировали все их комментарии на бумаге, чтобы ничего не потерялось. Борьба за место в составе была жаркой. В один из моментов на тренерской бровке началось какое-то UFC. Тихо, аккуратнее, ребят. Тихо. Тихо. Не торопись. Первый фол. нарушение. Аккуратнее. Молодцы, друг другу руки пожали, так и надо, давай. Обошлось без травм, а Андрей Аршавин разрядил обстановку, показав, как недавно в Москве его преследовал уличный музыкант-импровизатор. Увидел вас и прям родилась на ходу песня. Андрей Аршавин на поле решает. Ты дал ему денег? Дал денег? Нет. Спустя 1,5 часа, когда все участники отбора успели показать себя, наставникам пришлось нелегко. Сокращать список понравившихся футболистов не хотелось, и они придумали, как грамотно выйти из ситуации. Отобрали мы больше количество людей, чем надо было. И уже потом, в тренировочном процессе, который у нас будет, на протяжении с 5 по 9 число вам объявят, мы уже точно определимся, кто будет участвовать в матче. Прокоп объявил имена и фамилии тех ребят, которые прошли отбор. Кто-то был очень эмоционален, кто-то, напротив, спокоен, как удав, но без курьезов не обошлось. От нахлынувшего волнения Миша пропустил одного человека в списке, и тот чуть было не остался за бортом. Вовремя включился Андрей Сергеевич, и парень получил свой шанс. Как тебя зовут? Борода, который тебя все время там у борта били. А? Рагим Ахадов. Давай, объяви. Рагим Ахадов. Но было нелегко, потому что все-таки достаточное количество человек нужно было из них выбрать за очень короткий промежуток. Но мы с Дмитрием Леонидовичем по максимуму постарались проявить свои профессиональные способности. А в целом проект классный. Спасибо авиакомпании России. Вместе мы на высоте. Довольно много ребят, довольно много способных ребят, с которыми будет приятно поиграть. Все организовано на высшем уровне. Авиакомпания Россия, «Зенит» вместе на высоте. Я думаю, что «Динамо» мы обыграем. Герман Эль Классико пожалеет. А я выиграю его. Парни, прошедшие отбор, проведут 5 тренировок в «Газпром Академии». А 10 сентября в 19:00 там же сыграют первый матч против команды болельщиков «Динамо». Мы, кстати, обязательно покажем и прокомментируем эту игру в прямом эфире на «Зенит ТВ». Затем этих джентльменов ждет еще один недельный тренировочный цикл и ответный матч в Москве. Заодно игроки команды болельщиков сине-бело-голубых посетят встречу 10-го тура российской премьер-лиги против «Динамо». Так что следите за проектом «Дерби двух столиц». Будет интересно. Друзья, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Не забудьте поставить лайк под этим выпуском, если он вам понравился. Подписывайтесь на Зенит ТВ, чтобы не пропустить свежие видео. И увидимся совсем скоро. Удачи! Пока!